города Киева благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта центральной части Украины. Сегодня мы говорим о городе Киев, показываю указкой. Вот здесь легенда карты, это такие сводные данные, да, которые позволяют вам в целом понять, что произошло за месяц с рынком жилой недвижимости города Киева. Начнем традиционно с населения. 2 миллиона 950 тысяч, это довоенное население, сейчас где-то 3 миллиона 500. Ну вот по всем, я в Киеве уже 10 месяцев не живу, но друзья пишут, то есть людей стало больше гораздо, чем это было до войны. То есть как минимум на 500 тысяч стало больше. Напишите, кстати, тоже, ваши это субъективные. Понятно, что мнение, насколько больше или меньше людей сейчас проживает в городе Киеве. Переходя к количеству предложений, которые были зафиксированы мною компанией Olymp Consulting, напомню вам, что мы фиксируем все предложения, это квартиры, которые выставляются для продажи, и те, которые попадают в сеть интернет. Это крупные порталы, сайты и так далее. С помощью программного обеспечения Olymp Use, на которое у меня есть патент и авторское право, соответственно. И я работаю с большими цифрами. Мы видим, что количество квартир было выставлено для продажи, это первичный, вторичный рынок, 76 500. Ну, для миллионного города это вполне адекватная цифра. То есть выборка, во-первых, репрезентативна. Ну, генеральная выборка – это, друзья, количество объектов, которые вошли в данную выборку, которые попали в исследование. И однородно я применяю в своих исследованиях метод классификации и классифицирую рынок недвижимости по классам и по сегментам. Первичный, вторичный рынок, и сейчас мы об этом поговорим. Видим, что на 1%, ну, округлим больше в сторону, желающих продать квартиры в Киеве больше, чем это было в июне 2026 года. Переходим к социальному жилью, будем говорить только процентном соотношении. Плюс 0,47% выросла стоимость квадратного метра в городе Киеве, друзья. Хотя давайте вот с цифрами. Социальное жилье 1064 доллара за квадратный метр. Записал недавно, сейчас активно смотрят по западной части Украины, естественно, подобное видео. И мне там ребята пишут ну спасибо, что пишут, из Хмельницка, из Ивано-Франковска. Да у нас больше 1100, там и нет на рынке недвижимости. Друзья, могу вам предложить приезжать в Киев, продать свою квартиру в городе Хмельницкий, купить чуть больше квартиру в городе, так сказать, Киеве и наслаждаться жизнью. Или точнее, не наслаждаться, ну, чувствовать себя успешным человеком, который так ловко смог выехать с Хмельницкого в город Киев. Не бывает такого. Мы говорим сейчас о классе рынка недвижимости, социальное жилье. И когда вы слышите какие-то цифры, вы напрочь забываете про классификацию. Но это люди, которые мне пишут, я просто привел в качестве примера. В городе Хмельницкий, Ивано-Франковске жилье стоит дороже, чем в городе Киеве социальное жилье. Я, может быть, с этим соглашусь, только не указали ребята, к какому классу относятся данные квартиры, о которой они, в общем-то, написали. Но это так, почему-то вспомнил. И еще раз напоминаю, очень важно структурировать рынок недвижимости, в том числе по классам. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс. Разница чувствуете, насколько изменилась в стоимости? Это также вторичный рынок, но динамика роста плюс 0,41% в месяц. То есть рынок недвижимости опять начал динамику незначительного роста в городе Киеве. С чем это связано? Господа эксперты, напишите мне, пожалуйста, будет интересно. Я в конце видео выскажу свою версию. Досмотрите. Аренда, друзья, аренда поквартальная, долгосрочная. Мы сравниваем первый квартал 2026 года с первым кварталом 2025 года. И вот здесь, друзья, внимание! Впервые за почти 2 года снижение мы видим минус 2,68% за квартал. А это первый, друзья, звоночек о том, что я всегда говорил, говорю и буду говорить. Аренда наиболее
быстрее реагирует на вот эти все состояния рынка недвижимости, на все, ну вот на процессы, которые происходят и извне, и, соответственно, внутри рынка. То есть мы знаем, что на рынок недвижимости воздействуют как внешние процессы, так и внутренние. О них, кстати, поговорим чуть позже. Так вот, это связано, наверное, все-таки еще и с тем, что рынок аренды на 500 тысяч людей стало больше в городе Киеве. Ну, понятно, что это вызвало, если не ажиотаж, то динамику роста стоимости аренды. И в то же время я вспомнил, женщина написала, говорит, ну, в чем прикол? Приехали в Киев, 20 тысяч платим за аренду и каждую ночь, говорит, спим в метро. То есть, вот понимаете абсурд ситуации, да, думали, что в городе Киеве спокойно, а сейчас такое впечатление, что это самый-самый прифронтовой город. Поэтому, друзья, вот эти звоночки, что аренда за квартал показала динамику снижения, все-таки я предполагаю, что и по стоимости квадратного метра мы увидим отрицательную динамику, но об этом будем говорить в конце видео. Переходя к первичному рынку, видим динамику роста плюс 0,24%. Это квартира эконом-класса. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,18%. Ну и первичный рынок квартиры элитный класс показали динамику роста плюс 0,07%. Друзья, общая картинка для вас понятна. Стоимость растет квадратного метра практически по всем сегментам, это первичка, вторичка, а вот аренда уже по вторичному рынку, естественно, потому что первичный рынок в априори не может быть в аренде, это квартиры, которые еще не сданы в эксплуатацию. А вот аренда показала динамику снижения стоимости. От обобщенных данных переходим к